Ну что, друзья, как говорили древние пророки, люди будут стоять в очереди за смертью, что и происходит сегодня. Радует лишь только то, что в нашем обществе есть очень много нормальных, вменяемых людей, которые вещи называют своими именами и не ведутся на подмены, которые нам так сильно хотят внушить извне. Зерно – это не хлеб, и мы уже устали об этом повторять. Поэтому, если вы идете в магазин, покупая хлеб, а вам дают зерно, ни в коем случае не нужно кричать, это нормально. Если вы идете в кафе, заказываете кофе, вам подают чай, это тоже нормально. Именно так сегодня живут многие украинцы. Да-да, правду многие не любят, но она такой есть. Нельзя называть зерно хлебом, как и хлеб зерном. Ведь для того, чтобы зерно стало хлебом, нужно, чтобы прошел определенный процесс. То же самое и с этими уколами. Мы публично обратились к власти, чтобы они предоставили документы, которые свидетельствовали бы о том, что определенное вещество, которое они называют, вы поняли чем, прошло все клиничные испытания. К большому сожалению, такой информации нам не надали. А почему? Все просто, ее нет. Так как если бы такая информация существовала и действительно были добровольцы, которые на себе это все испробовали, мы бы с вами уже давно увидели бы доказательства, что это не зерно, а что это действительно хлеб. И никто бы никаких вопросов больше не задавал. Но нет, под видом определенного якобы, не можем это назвать, ведь YouTube опять удалит наше видео. Назовем это вещество уколом. Нам хотят в наш организм что-то там вколоть. При этом Верховная Рада Украины принимает закон, что она не несет никакой ответственности, то есть ни государство, ни тех, кто делал эти вещества за возможные последствия. Мы уже не раз этот закон публиковали. Обязательно посмотрите его, вы будете удивлены. Но слава богу, в стране есть те люди, которые не смотрят телевизор, а которые питаются информацией не той, которую им дает власть, а действительно качественной информацией. И эти люди, например, не хотят ставить на себе эксперименты. Это их конституционное и международное право. А кто хочет, пожалуйста, идите, колите в себя, что вы хотите. Это ваша жизнь, это ваше здоровье. Но принуждать людей колоться или не колоться никто не имеет права. Это выбор каждого. Как написано в той же Библии, пускай нечистый еще больше сквернится, пускай святой еще больше освящается. Поэтому каждый вправе выбирать, что он будет делать со своим телом и своей жизнью. Но не нужно никого ни к чему принуждать. Именно поэтому в Европе, а именно в Италии, и не только в Италии, сейчас происходит очень много акций протеста. Вот, например, вся Италия уже встала. Десятки тысяч людей буквально несколько дней тому назад вышли на площади своей страны, своих городов, для того, чтобы защитить свои права на здоровье. И, кстати, это та страна, одна из которых якобы потерпела больше всего от этого так званого гриппа. Так почему же люди так взбунтовались в стране, которая более всего на планете потерпела? А чтобы вы лично могли удостовериться в наших словах и увидеть на свои глаза, что сейчас происходит в Италии, мы оставим вам ссылочку на это видео прямо с Италии. Также, друзья, не забывайте поддерживать нас своими лайками, подписками, делитесь нашими видео со своими близкими и знакомыми, чтобы и они имели право выбора в этой стране.